Всем привет! В этом видео я вам расскажу про инвестиции в хэллоуинские кейсы Team Fortress 2 и почему эта инвестиция, возможно, в скорое время станет самой прибыльной в Steam. Да, но прежде чем начать, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. Мы начинаем. Так, первым делом нам надо перейти во вкладку с игрой Team Fortress 2. Вот, на торговой площадке. И сразу же на первой страничке мы видим кейсы паучков, как раз таки, которые нас и интересуют. Кейсы паучков, да, как бы, если я их буду так называть. В принципе, так и удобнее, чем их называть по полным названиям. Это хэллоуинские кейсы в TF2, которые содержат в себе маски, шляпы и еще кучу разных предметов. Также на них есть эффекты, вот, которые проявляются только в Хэллоуин. Когда наступает сезон Хэллоуина в TF2, эти эффекты начинаются, ну, это как бы свечение на предметах. Вот. И каждый предмет будет со своим уникальным эффектом. Поэтому люди открывают эти кейсы бесконечно, и к Хэллоуину, да, где-то даже в августе до еще этого обновления с новым, кстати, кейсом, который выходит всегда в октябре, начинается буст этих кейсов, да и вообще в это время проходит летний буст. Пока РМР 2020 давали всего лишь 40-50% роста, ну какие-то дали X2, Паучок в это время сделал за несколько месяцев уже X3, а если брать с декабря, то он сделал уже X5. Не правда ли хорошие показатели, как по мне? Его количество очень сильно уменьшилось, потому что еще полгода назад его было 210, там 215 тысяч, сейчас его уже на ТПшке 117 тысяч штук. Также можно рассмотреть другие кейсики, да, фиолетового паразита, которого было 60 с лишним, он более старый, чем синий. Самым новым является оранжевый паучок, который вышел в 2020 году. Синий вышел в 2019, фиолетовый в 2018. Ну и красный паучок вышел в 2017 году, является самым старым кейсом и самым дорогим среди кейсов этого типа, в принципе. И его также очень мало. В какие бы кейсы я советовал бы вам инвестировать и вообще почему в них можно и даже, как по мне, нужно инвестировать в данный момент? Так это потому, что экономика TF2 растет и растет очень сильно, а экономика CSGO в это время наполняется людьми, которые вообще никогда не были в инвестициях, то есть они просто закупаются по советам ютуберов, которые точно так же никогда не имели дела с инвестициями, они просто видят, что, допустим, RMR 2020 стикеры, они как бы лимит, да, сейчас их можно закупить, а можно сорвать с этого какие-то деньги. Входят в инвестиции вообще все, кто попало. В ТФ такого не происходит, потому что ТФ отсеивает всех ненужных людей. Банально даже из-за того, что размер инвентаря очень маленький, и многие даже не понимают, как увеличить количество доступных тебе предметов с 50 штук до 300, то и 400 и дальше. Вот, поэтому TF2 отсеивает всех ненужных людей. Здесь остаются только те, кто готов держать эти кейсы, не готовы их сливать при первой же возможности. Вот, как они только поднимутся на 2 икса, нет, эти люди будут ждать и 10, и 20 икс спустя год, два, то и три. Вот. И иксы действительно очень большие, потому что когда-то этот паучок стоил по 3, по 4 копейки, между прочим. Вот. А этот виск стоил по 20 копеек. Вот новый виск Fortress, про который я тоже запишу видео в скором времени, поэтому подписывайтесь на канал.
чтобы их увидеть. Вот. Ну а мы вернемся к паучкам. Какие бы я советовал бы инвестировать, так это синий, фиолетовый и красный. Но красный прям чуть-чуть, потому что чем дороже кейс, тем меньше он даст иксов. Ну и к тому же это самый первый кейс, он уже стоит очень много, 100 рублей. И для того, чтобы ему сделать x2, это нужно его забустить до 200. Вот. А, допустим, того же фиолетового, да, его больше, конечно, но для того, чтобы ему сделать x2, ему нужно подлететь всего лишь до 12 рублей, а синему еще и меньше. Почему лучше не брать оранжевый паучок? Потому что на первый взгляд кажется, что его не так уж и много, если сравнить там, да, шансы выпадения, как он выпадал в этом году. Но по факту в нем скины намного хуже, чем в синем, фиолетовом и красном. В TF2 ценятся шляпы, да, и шляпы самые красивые в фиолетовом и синем паучках, нежели в оранжевом. В оранжевом особо реально скины не привлекают к себе внимания. Вот. Ну и к тому же, когда выходит новый кейс, да, хэллоуинский, то есть тот же самый паучок, то, в принципе, кейс, который был до него, ящик этот, он становится лимитом. Оранжевый ящик вот этой подлой падалицы, он не является сейчас лимитом, поэтому это еще один фактор, почему не стоит в него инвестить. Вот. Ну, вот такой вот видосик получился, да, в принципе, э, с аналитикой такой, просто по совету, по инвестициям. Опять-таки решать вам, закупать это или нет, верить ли в TF2 или нет, или остаться в CSGO. К тому же Гейб сделал анонс о том, что они готовят очень крупное обновление для этой игры. Вот. И то есть это даже сделали не разработчики, не просто какой-то слух, да, а это именно Гейб Ньюэлл сам сказал, что они готовят крупное обновление для TF2. И мне кажется, это что-то значит. К тому же игра является такой, как бы сказать, мультяшной, да, она привлекает аудиторию, если ее немного пофиксить, немного улучшить начальное обучение, и у нее на самом-то деле очень большие перспективы, несмотря на то, что она, как бы, да, очень старая. Вот. Но верить мне или нет, это дело ваше. Ну а с вами был Черный Бустер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.